Всем героям большой-большой привет! С вами на связи Импреза, и у нас новое событие запущено по кубам. Можно достать мастера турелей, можно достать парового голема, бомбардира и шестеренку-часовщицу маг-часовщик. Так, сейчас я вам расскажу, в каком порядке нужно их забирать. Ни в коем случае вот этот вот кристалл чемпионов не трогайте, потому что там выпасть может все что угодно, включая осколки. Никакой гарантии в том, что вы заберете неоткрытого героя, абсолютно нет. Скорее всего, выпадут осколки. Ну, если очень хочется, то пожалуйста. Но как бы будьте готовы к тому, что есть доля разочарования. Итак, у меня эти все герои открыты. Более-менее представление о них я уже имею. И давайте вот с самого низа пойдем в самый верх. На 4 место я ставлю парового голема. У него кузницы нет, поэтому тяжеловато с ним в плане игры. Ну, обычные сложные главы он пройдет это по-любому, тут без вариантов. Глобалки у него в целом-то неплохие, универсальные, 12,5% к урону он дает. И, в общем-то, и все. То есть мы его открыли, прокачали и забыли. Заходите к нам в группу. Героев, хотел сказать, участников, игроков уже полно. Поэтому всех жду, давайте потихонечку подтягивайтесь, очень много полезных разделов, там и кузницы, и тир-листы, и чат есть, делимся между собой, там последние события, все по игре обсуждаем, поэтому жду всех. Вот, голема оставляем на 4 место, нигде не применяется, кроме как обычные сложные главы, ну в подземелье может быть тоже там неплохо он себя проявит. Но опять же под вопросом, урона у него маловато, кузницы нет, его раскачивать и раскачивать, то есть он заиграет только в конце игры. Дальше, на 3 место кого бы я поставил? Я бы поставил мастера турелей. Где у нас турелька? Пропустил, скорее всего. Тра-та-та-та-та. Скорее всего внизу, вот она, гаечка. У нее то же самое, 12,5% к урону и 2,5% идет на сокращение перезарядки. Но добавляется кузница, а здесь всего лишь 50 очков к здоровью. Ну, с одной стороны, конечно, 50 очков здоровья это тоже неплохо, но все равно это мало. Это капля в море, я постоянно эту фразу озвучиваю, но у нее есть применение. Она будет эффективна в битве с боссом в тот момент, когда вы ее прокачаете как минимум до 140 уровня и будет у вас полностью в кузнице открыта Эва. Все это в группе можно почитать, настройку кузницы, все это можно найти, как правильно направление выставлять и так далее. То есть она эффективна в битве с боссом, если у вас нет никакой альтернативы. И тем более в битве с боссом у нас забег не один, их там несколько. И вот если вам героя не хватает, то это будет неплохой вариант. На 2 место я бы поставил. Здесь, конечно, сложно выбрать, потому что и шестеренка хороша, и бомбардир тоже нужен. У бомбардира, давайте, ладно, его поставим на 2 место. Бомбардир, где он у меня? Нет, он где-то наверху, он почти 4 звезды у меня должен быть. Вот он. У бомбардира хорошее, супер классное глобальное усиление на 120 уровне, плюс 1 снаряд добавляется. Да, здесь у нас 12,5% просто урон и 12,5% урон к физическим повреждениям. И кузница у него хорошая, кстати говоря, здесь у нас 1,05 урон. Его можно поставить в приоритет. Давайте сейчас чуть-чуть прям углублю здесь, почему сложно выбрать 1-2 место. Если по полезности, по пользе, которую принесет открытый герой на ваш аккаунт, то бомбардир это будет, наверное, самый лучший выбор. Плюс 1 снаряд и 1,05 в кузнице. Здесь все просто. Плюс он эффективен в битве с боссом. Здесь прям тоже без вариантов. Нужно прокачивать кузницу, нужно открывать 140 уровень, и тогда он заиграет и раскроется. Кузница нужна полная. И его нужно взять в тот момент, если у вас есть
кем проходить кошмар, если есть кем проходить арену, обычную сложную. И тут в целом-то как бы все просто. То есть он нужен вот для такого мощного вложения и усиления в ваш аккаунт. И если говорить про мага-часовщика, про ЦВМ, про шестеренку, она в какой-то момент игры уже становится немножко неактуальной. Да, большинство игроков считают ее самой лучшей в игре, да, она там чуть ли не топ-1, везде и всюду применяется и супер универсальная. Да, действительно, она хорошая, она интересная, за нее приятно играть, у нее интересно работает ульта. Если вы откроете описание, здесь посмотрите, она с замедлением, она играет от замедления, то есть у нее все ориентировано на замедление. Здесь открываем, здесь у нас перезарядка и так далее. Но минус ее в том, что вот почему-то большинство игроков про это забывают. Минус у нее в том, что у нее Эва идет за счет того, что мы с вами берем книгу перезарядки. А в большинстве режимов по перезарядке у нас есть кап, ну кап это предел, а в какой-то момент у нас этой перезарядки уже и так с головой хватает, особенно такие режимы, как кошмар, ПВП, башни и так далее, там сложная арена. У них предел перезарядки 40%. И занимать слот для того, чтобы сделать Эва, брать книгу перезарядки, уже в какой-то момент становится нецелесообразно. Но играть за нее, еще раз повторюсь, более чем приятно. Недавно была настройка, я ее не стал выпускать, там человек попросил пройти ему 343 уровень в кошмаре, и он очень похож на 202. Из всех вариантов, что у него были, у него было много там героев, порядка 35 или 40, ну что-то вот около того, я уже не помню. Из всех героев я выбрал часовщицу, и часовщицей там буквально за один вечер получилось пройти кошмар до конца. То есть надо было 343 пройти, но я увлекся, я ему написал, говорю, что будем проходить до конца. Он говорит, да давай уже, все, раз уже начал, то давай до конца. Потому что там и 346 уровень тоже достаточно интересный был. И вот хотел, честно говоря, записать, но не стал записывать. Я пытался записать очень тяжелый режим, очень тяжелый уровень, там урона было впритык. И вот благодаря часовщице у нас это получилось сделать. В общем, если вы пытаетесь что-то пройти, у вас не получается, пожалуйста, берите часовщицу, пробуйте. Если вы хотите просто усилить тех, кто есть, то берите бомбардира. Здесь выбор в любом случае остается за вами. Решение окончательное принимаете только вы. И я думаю, что у меня на этом все. С вами был Импреза. Всем пока. До новых встреч.